Ну, что касается питания в спорте, то здесь надо понимать всю схему, она троична. То есть ваше питание зависит от вашего режима, ваш режим зависит от вашей медицины. Поэтому начинать надо всегда с медицины. То есть если вы хотите заниматься боксом, вы должны не просто пройти медосмотр, а полное медицинское обследование со всеми анализами. И здесь нужна очень грамотная консультация спортивного врача, который, с одной стороны, может помочь вам, чтобы вы правильно сформировали свой режим, потому что организм необходимо приучить к режиму. То есть во сколько вы встаете, умываетесь, там, завтракаете, обедаете там, и так далее, и так далее. То есть у вас во всем должен быть идеальный порядок, чтобы организм точно уже знал, когда он тренируется, когда он отдыхает. Это очень важно. Поэтому вот то, что касается режима, здесь есть определенные нюансы, потому что в режим закладывается точное расписание употребления еды. И на каждое употребление еды есть определенный набор продуктов, который необходим, чтобы боксер постоянно находился вот в этой подпитке в силе. То есть белковые диеты, там, овощи, фрукты, надо употреблять в пищу все. Не значит то, что все подряд. А вот если, например, вот я вам объясню, то есть насколько это индивидуальный подход, потому что у каждого человека, то есть у него своя как бы привыкаемость. Поэтому если, например, один с Дальнего Востока, ему проще просто, как бы у него усваивается лучше рыба, чем нежели, например, мясо. И если взять, например, человека со Средней Азии, где он просто без баранины не может жить, то есть ему сложнее будет употреблять рыбу. Поэтому, например, моя диета, вот лично моя диета, она в корне будет отличаться от диеты другого человека. То есть здесь очень много факторов, поэтому однозначно вот ешьте вот эти продукты или пейте вот эти вот соки, то есть здесь большая разница. Все зависит от режима. Если у вас утром тренировка, и у вас на эту тренировку нету сил, это значит, что вы просто неправильно питаетесь. Вот правильное питание и диета – это разные вещи. Правильное питание – это когда вы едите, и у вас есть силы. Вот это самый главный фактор. То есть вы едите именно те продукты, которые дают вам энергию, которые укрепляют вам кости, жилы, то есть все вот эти вот вещи, которые у вас, скорее всего, будут травмироваться. Почему надо обращать внимание на медицину? Потому что вот если вы занимаетесь на полном износе, как говорится, вот вы в сборной, то есть у вас другого выхода нет. То есть вы точно должны знать, там каждые 3 месяца вы должны делать анализы, осмотры, чтобы, во-первых, не повредить здоровье, во-вторых, здесь фактор, если грамотно вы подходите к спорту, то у вас идет увеличение ресурса, то есть вы должны становиться реально сильнее. И вот этот вот четкий расчет, который вам помогает сделать ваше расписание, то есть вот ваш режим и тренировки, все вот в этом в целом купе связано. Потом вот момент перед соревнованиями мальчишки очень часто начинают гонять веса. Я и сам гонял веса, проходил через это много раз. Вот. Сразу скажу, что это плохо. То есть лучше этим не увлекаться, потому что очень серьезно можете повредить своему здоровью. Дело в том, что баланс вашего веса и возраста, он уникален. Поэтому как бы вот в каком возрасте вы находитесь, и вот, скажем так, если вы занимаетесь спортом, то есть вам не то, что легко там набрать или скинуть, у вас устаканивается все. Все это благодаря режиму.
Потому что я точно знаю, что вот если у меня тренировка в 2 часа, то я обязательно поем в 12 часов. И как мне мой тренер говорил, то есть заполняемость желудка должна быть примерно на 60-70%, чтобы в пик твоей тренировки у тебя была энергия, была сила. Потому что вот эту вот вещь вам важно сохранить. А когда вы теряете, например, вот вес начинаете, какие-то продукты исключаете, необходимые для вашего роста, для вашей закалки, и организм начинает страдать. То есть страдать буквально. То есть если физически вы страдаете, у вас психика страдает, у вас подрывается все внутри вас. Поэтому самый ужасный момент, когда вы перед самым боем, там, скажем, или обезвожены, не дай бог, или прихватил понос, и у вас просто нету силы. Вот к чему это может просто привести. А когда вы уже настроены на свой точный вес, такой вес, вот под этот вес вы должны владеть определенной силой, которую вы берете от продуктов. Предпочтительно, как говорят, где родился, там и пригодился. То есть я говорю, диета – это очень серьезный расчет продуктов. И желательно эти продукты должны быть свежие. Это как говорят, из деревни, то есть натуральные продукты. Потому что никакими порошками, то есть вы на самом деле не поможете себе. Да, там где-то, если вы занимаетесь там всего лишь 3 или 6 месяцев в году, где-то вам это поможет. Потому что вот на этом аспекте большинство и останавливаются в развитии, то есть в продолжении, то есть, как это сказать, интенсивно не могут тренироваться. 3 месяца, максимум 6. Вот и все, и человек настолько истощается, что он просто не понимает, из-за чего. Все банально. Нету сил для тренировок, все. Это надо, еще раз говорю, обращать внимание на правильное питание. То есть и яйца надо есть, и все это тоже должно быть очень четко сбалансировано. Вот насмотрятся роки, сразу по 5 яиц бабахают, и у вас просто организм столько яиц не переварит, и это очень-очень тяжело для него. Мне мой тренер рекомендовал одно яйцо с утра выпивай, но это яйцо, понятно, то есть деревенское яйцо, которое из-под курицы, а не которое на фабрике купил, неизвестно что там, а свежее яйцо. Вот одно яйцо выпиваешь, и у тебя уже энергия какая-то есть. Обязательно творог, обязательно холодец, обязательно овощи, то есть то, что является источником витамина С, то есть набор продуктов, обязательно рыба, причем как жирная рыба, так и скажем так, тунец, более сухая рыба, в тунце, то есть большое содержание белков. Вот красную рыбу надо есть, там очень много необходимых жиров, которые нужны, в том числе и для мозга. Правильное употребление, опять-таки же, воды, то есть во время тренировки. То есть не надо упиваться, по 5 литров воды выпивать, надо выпивать столько, сколько вам нужно воды. Бытует мнение, что много воды выпьешь, плохо. Конечно, плохо, у вас кровь полностью разжижится, будет жидкая, и откуда что взять, что качать То есть это нагрузка уже на сердце. Поэтому в здравом смысле надо пить воду, употреблять. За тренировку, где-то по своему собственному опыту, я позволял себе, до литра воды выпивать за тренировку. Это, тренировки такие, серьезные тренировки. То есть много нельзя и мало тоже нельзя. Потому что, как говорят, кровь загустеет, сердце очень тяжело качать, обезвоживаться тоже нельзя. Поэтому в здравом смысле должно это быть. Поэтому то, что касается еще отдельно продуктов,
которые необходимо включать в свой рацион, потому что есть такие вещи, которые, ну, как бы так сказать, я не могу, например, есть, ну, грубо говоря, там баранину, но я могу ее пробовать. Вот. То есть это не должно стать моим основным блюдом, но пробовать и оттуда какие-то микроэлементы, опять-таки же, приучать свой организм, то есть и к такой пище, в которой тоже богаты там, ну, своими там уникальными там, и белками, и аминокислотами, и другими полезными вещами. Поэтому, то есть, не значит, что я не могу пробовать. Обязательно надо, как это сказать, делать небольшие эксперименты. Чем больше у вас будет набор продуктов, от которых вы получаете реально силу. Потому что просто там пришел, там, наелся булок, да, но никакой силы не будет. Здесь с умом надо подходить. И в этом вам поможет, во-первых, точное знание вот этого своего ресурса с точки зрения медицины и точного расчета. Как правило, вот у спортсменов, которые на режиме находятся, у них 5-6-разовое питание. То есть и там настолько все прописано, сколько вот он творога съедает, сколько вот он там яиц там употребляет, там белое мясо птицы, там, не знаю, телятина там и так далее, и так далее. Там все четко продумано, там ничего лишнего нету. Потому что, ну, еще раз говорю, чем тяжелее у вас режим, тем обильнее у вас питание, тем мощнее у вас питание. Когда вы уходите в межсезонье, вот у меня межсезонье я могу есть 1 раз в день. То есть это другой режим, у меня уже переключается все, и сознание переключается, и тело переключается, мне много не надо. Но как только я в спортивный режим вхожу, я точно знаю, что я ем. Вот это очень главное, такой главный момент. В ваш режим также обязательно входит сон. Сколько вы спите, если у вас дневной сон. Если вы на режиме, у вас обязательно прописан дневной сон. Чтобы вы обязательно отдохнули, чтобы не угробили здоровье свое. Поэтому все вот это вот в совокупе рассматривается. Нету какого-то одного такого прям 100% решения. Всегда эти решения, они ищутся. Это целая команда работает, очень умных людей, и врачей, и тренеров, и диетологов, и психологов. И, серьезная работа. Поэтому если вы просто вот на том режиме, как вот пришел после работы, вам немножко проще. Потому что обязательно вам надо перед тренировкой кушать обязательно. И после тренировки кушать обязательно. Если у вас есть одна тренировка, вот как такая простая математика, ты уже обязан 1 раз до и 1 раз после. То есть 2 раза ты уже обязан поесть. Если у тебя режим, при котором у тебя каждый день вот такие вот нагрузки разного плана, то каждый день ты ешь мощно. Каждый день. Потом есть обязательно разгрузочные дни, есть дни, когда ты можешь и поголодать, там, и так далее, и так далее. Причем разницы нету, там, у меня мальчишки занимались, и вегетарианцы занимались, и только мясоеды. В общем, все свелось к тому, что и те, и другие, начали подражать друг другу, и в итоге самый идеальный баланс нашли. И та группа, и та. Потому что надо все-таки есть мясо, и надо иногда и мясо не есть. То есть здесь здравый смысл. Вот. Поэтому это очень такая серьезная тема. И так просто, парни, кушайте холодец, и будет все хорошо, но тут не скажешь. Поэтому расчеты, они все должны быть точные. Есть вот категория людей, которые целенаправленно занимаются спортом, вот, чтобы похудеть. То есть что делать в этом случае? Потому что все в основном садятся на такие диеты, при которых
надо есть такие продукты, как бы, ну, от которых по-любому разносит. Вот что делать в этом случае? Во-первых, надо точно знать продукты, от которых вас не разносит. Во-вторых, еще раз говорю, возвращайтесь к правильному питанию. То есть к тому питанию не надо есть много. Можно по чуть-чуть, но часто есть. Вот. И вот в этом случае, если вы реально хотите похудеть, то надо нагрузки балансировать. Здесь четко надо понимать, сколько вы съедаете и что вы делаете, чтобы не посадить внутренние органы. Поэтому это очень часто происходит, потому что люди начинают, как говорится, жадничать. Начинают упражнения делать немножко интенсивнее, и в итоге, приходит это к тяжким последствиям. Вот. То, что касается, вот еще одна такая вещь, по медицине тоже очень-очень важно. Когда вы занимаетесь спортом, вы не употребляете алкоголь. Вообще ни в каком виде. То есть вам запрещается употреблять алкоголь. Потому что то, что очень-очень разрушительно для вот опять-таки же белка, потому что алкоголь, он просто выжигает весь белок у вас. И тот белок, который вы с трудом накопили, который вам нужен для тренировок, вы просто взяли одной стопочкой водки его раз и уничтожили. И по большому счету это ведет к износу вашего организма. То есть, чтобы долго заниматься, надо быть сильным везде, во всем. В том числе вы точно должны знать свою медицину, свое расписание, свою задачу. Чтобы похудеть, это одна программа. Это не значит увеличить тренировки. Это может быть где-то просто соблюдать режим и все. Момент, когда вы восстанавливаетесь после, бывает, боев тяжелых или после травм, сам момент восстановления тоже там немножко меняется режим и меняется режим питания. То есть, если вам необходимо в основном режиме 5 раз в день принимать пищу, то в данный момент бывают такие режимы восстановления, что вы принимаете 1 раз всего лишь пищу в день. Это связано опять-таки же с тем, чтобы как можно быстрее восстановиться. Когда вы лежите, грубо говоря, восстанавливаетесь, то есть много вам энергии не надо. Надо, точнее, столько энергии, чтобы она ушла на восстановление. То есть в эти моменты тоже обдуманно надо очень подходить. Потому что в момент, как ты питаешься во время восстановления, чтобы не получилось так, что ты так расслабился, что такой мозоль наел, и потом 3 месяца это в зале скидываешь. Здесь четкий расчет, опять-таки же, делается. Все в балансе. Посему, подводя итог, то есть то, что касается вашего питания, касается вашего здоровья. То, что касается вашего здоровья, оно подчиняется определенному порядку, образу жизни, к которому вы приучаете свой организм. Поэтому, если приучаете его к правильному, то старайтесь это поддерживать всю жизнь. Потому что это такая очень хорошая, как это говорят, тень, когда от бокса есть очень много полезных таких вещей, таких теней, которые украшают вас. Вы на всю жизнь должны научиться, пройдя через свою диету, то есть свое расписание, через свою медицину. В общем, всем удачи, любви, до новых встреч.